Привет всем! Меня зовут Евгений, и вы снова на канале ТМ Жената. Друзья, я продолжаю делиться с вами всеми тонкостями изготовления деревянных бочек. И в сегодняшнем видео я хочу показать и рассказать вам, как необходимо обрабатывать уторы деревянных бочек для дальнейшей установки днищ. Для большей наглядности я буду обрабатывать уторы нескольких бочек. То есть тут у меня есть 50-литровая дубовая бочка. Бочка на 12 литров, сделанная из кленовых клепок. Также несколько небольших 6-литровых бочонков. Это бочонок из яблони, бочонок из вишни и еще один небольшой 6-литровый бочонок, сделанный из клена. Обработка уторов деревянной бочки включает в себя несколько этапов. Во-первых, это обработка внешней поверхности деревянного бочонка. Клепка у нас плоская. Соответственно, каждая клепочка при складывании в пазл будет образовывать многоугольник. Для последующей внутренней обработки утора деревянной бочки нам необходимо сгладить углы между клепками, то есть из многоугольника сделать окружность. Для этого мы можем использовать гриндер, можем использовать угловую шлифмашинку и зачистить внешнюю поверхность бочки, таким образом подготовить для дальнейшей обработки внутренней части деревянного бочонка. После обработки внешней стороны можно приступить к обработке внутренней части уторов деревянного бочонка. В чем заключается данная обработка? В процессе изготовления деревянной бочки, несмотря на то, что каждая клепка у нас откалибрована по толщине, все равно после обжига, после стягивания клепки с внутренней стороны немножко, так скажем, несоосны. Это связано с тем, что какая-то клепочка сильнее подгорела, какая-то была при стягивании стала чуть глубже, ну или какая-нибудь еще другая причина. Поэтому нам необходимо сделать идеальную окружность, при этом, чтобы толщина каждой клепки была одинакова. Для таких целей я использую фрезер, параллельный упор с обкаточным колесиком и несколько фрез. Для того, чтобы выровнять внутреннюю поверхность утора, я использую вот такую пазовую фрезу с рабочей высотой 40 мм, диаметром 20 мм и диаметром хвостовика 12 мм. С помощью такой фрезы я обрабатываю на необходимую глубину внутреннюю часть утора деревянного бочонка. Как узнать, на какую глубину необходимо обрабатывать? При изготовлении своих деревянных бочек я пользуюсь вот такой небольшой таблицей. Таблица сделана мною лично. Она немного отличается от той нормативной документации, а именно от ГОСТа 8777 80-го года. И в данной таблице, в зависимости от размеров деревянной бочки, указаны все размеры, необходимые для ее изготовления. То есть тут и вместимость бочки, и количество клепок, и длина и ширина шаблона в середине и по краям, высота бочки, диаметр в самой широкой части, диаметр по краям, и также нужные нам для сегодняшней работы это расстояние от края бочки до канавки под днище. Вот данный столбец. Из этого столбца мы можем видеть, что для бочек разного объема, соответственно, и расстояние отличается. То есть, чем больше объем у бочки, тем расстояние это больше. Также и ширина и глубина уторного паза или канавки под днище тоже существенно отличается в зависимости от объема бочки. Из данной таблицы я беру необходимые значения. Для бочки объемом 5-8 литров расстояние от края бочонка до уторного паза равно 15 мм. Ширина самого паза равна 3 мм. То есть в сумме у нас получается 18 мм.
Для того, чтобы беспрепятственно нарезать уторный паз, нам необходимо обработать внутреннюю часть утора как минимум, миллиметров хотя бы на 20. То есть я обрабатываю уторы бочонка объемом 6 литров на глубину где-то примерно 20-22 миллиметра. Только после этого без проблем можно нарезать уторный паз. И для нарезания уторного паза я использую следующую фрезу. Это фреза для нарезания боковых пазов. Рабочая высота 3 мм, диаметр рабочей части 33 мм и диаметр хвостовика 8 мм. На данную фрезу я установил обкаточный подшипник. Но учитывая то, что нужного мне диаметра внешней обоймы найти не удалось, я выточил из полиамида обкаточную втулку. Диаметр обкаточной втулки 27 мм. Поэтому разница между рабочим диаметром фрезы и втулкой составляет 6 мм, то есть по 3 мм на сторону. Это и дает возможность нарезать при движении обкаточного колеса по внутренней части утора уторный паз глубиной и шириной 3 мм. Ну и последняя фреза, которая нам на сегодня необходима, это фальцевая фреза для снятия полукруглых фасок. Можно использовать фрезу для снятия фаски под 45 градусов, можно под 60, то есть кому какая фаска нравится, такую фрезу и используйте. Я использую вот такую фрезу. В результате обработки получается полукруглая красивая фаска и бочка выглядит довольно симпатично. Друзья, и от слов необходимо переходить к делу. Сейчас я буду обрабатывать уторы этих бочонков и бочек. И в процессе работы вы подробно увидите, как выполняется каждая операция по обработке внутренней части уторов деревянных бочек. В начале обработки нам необходимо найти клепку с наименьшей толщиной. Как я уже говорил, в процессе стягивания и обжига клепки у нас отличаются по толщине. Если вот тут у нас клепочки фактически одинаковые по толщине, то вот эта клепка намного тоньше. Соответственно, это чуть толще, это еще толще и аналогично с противоположной стороны. Размещаем наш фрезер напротив клепки с наименьшей толщиной. Подгоняем фрезу. Затягиваем винты на параллельном упоре и обрабатываем внутреннюю часть утора деревянной бочки. Таким образом мы выравниваем по данной толщине все остальные клепки. Разница в обработке бочек большого и маленького объема заключается только лишь в использовании вот такого самодельного приспособления, которое я устанавливаю на заводской параллельный упор. Данное приспособление самодельное фиксируется на заводских штангах параллельного упора с помощью вот таких винтов. Также в приспособлении имеется вот такой небольшой изгиб. Он сделан для того, чтобы фреза работала чуть-чуть под углом. В принципе, можно работать и абсолютно перпендикулярно к поверхности бочки, к торцевой поверхности бочки. В этом случае у нас будет очень большой съем материала, то есть фреза будет углубляться, и когда она на максимуме глубины дойдет только до клепки, тут уже будет съем в районе 5-7 мм. То есть край клепки будет сильно утоньшаться. Для этого я сделал такой небольшой изгиб. Фреза сразу работает по всей рабочей высоте. Таким образом, выравнивание клепки идет с минимальным съемом материала. То есть если нет такого приспособления, можно использовать просто одну или две
трубки, которые чуть подлиннее. Вы видели, что такие небольшие трубки я использую на небольших бочонках. Тут можно использовать просто кусок чуть длиннее трубки. Надеваем, удлиняем, так сказать, штангу параллельного упора, делаем упор на противоположную сторону бочки и аналогично обрабатываем внутреннюю часть утора бочки большого объема. В результате я получаю абсолютно одинаковые по толщине клепки, и теперь можно приступать к нарезанию уторного паза. Следующим этапом обработки внутренней части уторов деревянных бочек является нарезание уторного паза или же канавки под днище. Для больших бочек мы используем фрезер, пазовую фрезу для боковых пазов, я вам ее показывал. Выставляем необходимую глубину реза. В данном случае для бочки 50 литров это будет расстояние от края бочки 25 мм согласно таблице. Фреза уже выставлена. И сейчас я буду нарезать уторный паз. Для небольших бочек ранее я использовал тоже фрезер. Кстати, им можно пользоваться и на маленьких бочках, и на больших. Исходя из того, что фрезерный стол, стационарный фрезерный стол для снятия фасок днищ деревянных бочек, я вмонтировал заводской фрезер. У меня освободился электродвигатель от старой стиральной машины. Я сделал стационарные устройство для нарезания уторного паза на небольших бочках объемом 6-8 литров. Вот данное устройство. Выставлена стационарная глубина реза 15 мм. В качестве привода в данном устройстве я использовал электродвигатель от старой стиральной машины автомат. Сделано крепление, натяжной механизм для натягивания ремня, подшипниковый узел. И все это устройство смонтировано в общей столешнице с заводским фрезером, с подъемным устройством из домкрата. Кстати, кому интересно процесс переоборудования данного фрезерного стола, ссылка на видео будет в описании. Можете посмотреть. Уторный паз нарезается аналогично использованию ручного фрезера, только процесс идет намного быстрее. И завершающим шагом в обработке уторов деревянной бочки является снятие фаски на краях клепок. Друзья, вот результат работы.
нарезанный уторный паз, сделана красивая фаска. И теперь можно приступать к следующему этапу изготовления деревянных бочек, а это изготовление днища. В следующем видео я расскажу вам о том, как сделать днище на деревянную бочку. Ну а на сегодня, пожалуй, все. Друзья, кому понравилось видео, ставьте лайки, делитесь видео с друзьями и подписывайтесь на канал. До новых встреч!